Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале Светлана обо всем. Это моя хурма никитинская бордовая. В этом году первый урожай 9 штук. Это маленькое отступление. А сегодня я расскажу, как я подготавливаю грядки к следующему сезону, какими препаратами я обрабатываю почву от вредителей, живущих в почве. К почвенным вредителям относятся хрущи, проволочники, совки, медведка, а также зимующие в земле личинки, такие как тля, белокрылка, трипсы, даже некоторые клещи также зимуют в земле. С чего начинать обрабатывать грядки? После сбора урожая я убираю все сорняки из грядки, оставшиеся растения и взрыхляю грядку на сантиметров 10 глубиной. Затем добавляю минеральное удобрение суперфосфат 1 столовую ложку на 1 квадратный метр. И, конечно, если есть, добавляю перепревший компост или перепревший перегной. Можно в почву еще добавить золу 1 стакан на 1 квадратный метр. Опять на сантиметров 10 взрыхляю почву и проливаю простой водой. После этого дезинфицирую почву, проливаю ее или над уксусной кислотой, или марганцовкой, можно фитоспорином или триходермином. А через дня 3-4 проливаю почву от почвенных вредителей. Особенно это хорошо делать осенью, так как некоторые почвенные вредители просто зимуют в почве, под опавшей листвой или под мульчей. А некоторые просто зимуют в корнях наших растений и всю зиму подгрызают их. А осенью спокойно можно проливать землю химическими препаратами. И этой осенью я пролила свои грядки таким химическим препаратом, как антихрущ. 10 мл – это одна упаковочка, я растворяю в 5 литрах воды и проливаю под корень клубнику, малину, ягодные кустарники, такие как смородина, крыжовник, а также все грядки. Конечно, необходимо проливать по влажной почве. Особенно это важно, если мы проливаем свои растения под корень. Кстати, весной при высадке рассады в грунт, чтобы защитить ее от почвенных вредителей, таких как проволочник, медведка, личинки хруща, совки, необходимо замочить корни любой рассады в растворе антихрущ на час. Но готовится он более концентрированный. Это 10 мл 1 пакетик на 1 литр воды. В этот раствор можно добавить также какой-нибудь стимулятор роста, например, корневин. Но до весны еще далеко, а сейчас осенью почву еще можно пролить от вредителей раствором Актара, Десис, Престиж, Провотокс. Этих препаратов, конечно, очень много, надо просто советоваться с продавцами. Кто не хочет обрабатывать почву химическими препаратами, можно обработать почву биологическим препаратом, таким как метаризин. Это природный препарат на основе гриба, который парализует нервную систему вредителя. В состав этого препарата входит гумат натрия. Получается, этот препарат имеет двойное действие и повышает плодородие почвы и борется с вредителями. Весной также необходимо обработать почву от вредителей. Это надо делать, как только пробуждаются почки, так как в это время как раз и пробуждаются в почве те вредители, которые не погибли за зиму. Весной в почву можно внести такие биопрепараты, как этанем-П или немобакт. И после обработки грядок от вредителей я засеваю грядки обязательно сидератами. Сидераты я сею везде, где только есть свободная почва, и под деревьями, и под кустами, и засеваю малину сидератами. И обязательно везде первый сидерат – это горчица. Даже делаю смеси – горчица, овес и горох. В горчице содержится много эфирных масел, которые помогают отгонять насекомых-вредителей и защищают растения от грибка. Поэтому всевозможные плодожорки, слизняки, проволочники вашему участку не страшны. Но если у вас на участке много проволочника, ни в коем случае нельзя сеять сидераты, рожь и овес. Потому что проволочник очень любит злаковые культуры. И этим вы только прикормите вредителя. Сидераты осенью на грядках я не скашиваю, а так и оставляю их на зиму. Но сейчас погоды изменились, и бывает так, что зимой у нас вообще нет мороза. И приходится скашивать сидераты зимой. Это тогда, когда сидераты вырастают на сантиметров 40. Тогда, конечно, я их скашиваю, заделываю почву и опять на эту же грядку сею сидераты. Получается, осенью я засеваю грядку 2 раза сидератами.
На этом все. Кому информация моя была интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!